Туман густо стелился над рекой, превращая утро в сплошную белую дымку. Старый рыбак Степан любил выходить на воду именно в такие часы, когда вокруг тихо, а слышен только плеск воды да скрип старой лодки. Тот рассвет начинался как обычно. Степан проверял сети, когда вдруг заметил впереди странное движение. Посреди реки, зацепившись за корягу, плавал большой черный мешок. Но внимание старика привлек не сам мешок, а лебеди вокруг него. 6 белых птиц кружили плотным кольцом, будто охраняли находку. Когда мимо проходила лодка, лебеди начинали шипеть и хлопать крыльями, не подпуская никого ближе. «Что же вы там сторожите?» – пробормотал Степан. Он осторожно направил лодку к мешку. Но стоило приблизиться, как 2 крупных лебедя поплыли ему навстречу, преграждая путь. И вдруг из мешка донесся слабый звук, будто кто-то скребся изнутри. У Степана по спине пробежал холод. Он замер и снова услышал тихое царапанье. Внутри был кто-то живой. Старик быстро схватил длинный сачок и осторожно подтянул мешок к лодке. Лебеди нервно кружили рядом, но уже не нападали. Наоборот, словно сопровождали его. Мешок оказался тяжелым и мокрым. Внутри что-то едва заметно шевелилось. «Потерпи», — тихо сказал Степан. Он развернул лодку и быстро поплыл к берегу. Лебеди не отставали ни на метр. Когда старик выбрался на сушу, птицы тоже вышли из воды и остановились неподалеку полукругом, внимательно глядя на мешок. У Степана дрожали руки, когда он начал развязывать тугой узел. Наконец ткань раскрылась, и рыбак застыл от шока. Внутри лежал маленький мокрый котенок, совсем крошечный, дрожащий от холода. Кто-то, завернув его в тряпку, завязал в мешке и бросил в реку. «Да как же так можно?» – прошептал Степан. Котенок тихо пискнул. Старик быстро завернул малыша в свою куртку и прижал к груди, пытаясь согреть. В этот момент один из лебедей подошел ближе и внимательно посмотрел на котенка. И тут Степан понял все. Лебеди не давали мешку уйти под воду. Они удерживали его возле коряги и отпугивали лодки, пока не появился человек. Если бы не птицы, котенок бы погиб. «Все, теперь он в безопасности», — тихо сказал старик. Словно услышав его, лебеди медленно развернулись и один за другим ушли обратно в туманную реку. Котенок выжил. Степан выходил его и назвал Туманом, в память о том странном утре. А иногда по вечерам старик замечал вдали белых лебедей, медленно плывущих по реке, будто они до сих пор проверяли, как поживает малыш, которого однажды спасли.